Друзья, всем привет из Мексики! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. И в этом выпуске мы вам покажем некогда самый популярный курорт Мексики, на который съезжались звезды Голливуда, а также мексиканские актеры. Акапулько! Ай-яй-яй-яй! Из города Таска мы приехали в город Акапулько. Я думаю, что этот город многим известен. Ехали мы примерно 4 часа с остановками, но хочу рассказать вам один такой факт, немного печальный, то что несколько месяцев назад город Акапулько пережил стихийное бедствие и до сих пор пытается восстановиться. Многие рестораны, многие отели из-за этого позакрывались, потому что на многие здания попадали пальмы, многие даже разрушились. Поэтому город находится еще в состоянии восстановления. Цены из-за этого в отелях подорожали, ну и, соответственно, их стало гораздо меньше, чем было до этого стихийного бедствия. Мы заехали буквально несколько минут назад, нас сразу же заселили. Здесь стоит наше припаркованное авто. Видите, как попадали пальмы, даже здесь видно последствия случившегося. Комната расположена на 2 этажах. Это наша комната, сюда я вернусь чуть позднее. А сейчас поднимусь на общую территорию и покажу вам, что есть в этом отеле. Отель называется Каза Мозимба. Знаете, что это такое в африканском стиле, поэтому, возможно, здесь и крыши такие интересные. Мы сейчас находимся на 2-м этаже. Здесь также есть комната для гостей. Здесь можно встретить закат, рассвет красивый, открывается вид на океан. Здесь также есть гамаки, где можно отдохнуть, порелаксировать. Отель украшает красивые картины с изображением листочков. Также здесь есть еще один этаж выше, я его не сразу увидела, но, насколько мне известно, сейчас комнаты там не действуют, они находятся в состоянии ремонта. Но, тем не менее, можно забронировать здесь себе комнату по скидке, если вы напишите хозяину этого отеля. Как всегда, контакты оставлю в описании. На 3-м этаже также есть общая территория, где можно посмотреть на Тихий океан еще выше, на летающих птиц здесь, на красивый вид города Акапулько. Также здесь есть холодильник, где каждый гость может им воспользоваться. Есть чистая вода в кулере. Как здорово, что в отеле так много красивых цветов, которыми можно любоваться. Я сейчас спускаюсь на этаж ниже, где находится бассейн и наша комната. Сейчас перегружаем вещи из машины в наш номер. Как мы видим, здесь на территории отеля еще остались последствия урагана Отис, который был ровно 4 месяца назад, в самом конце октября. И пальмы здесь вырваны с корнем, и дома полуразрушенные. Но вот за 4 месяца курорт, посмотрим, как он восстановился. На общей территории также есть красивый бассейн, в котором можно купаться, его постоянно чистят. Много лежаков, деревья, которые создают тень, поэтому можно отдыхать, наслаждаться окружающей природой и видами. Давайте пройдем в номер. Я думаю, что он один из самых красивых, потому что находится прямо у бассейна. Здесь у нас большой стол, где можно расположить свое рабочее место. Есть корзина для хранения вещей, телевизор, интересные детали интерьера в виде цветов, большое зеркало, двуспальная кровать, тумбочка прикроватная, еще одно зеркало и, конечно же, у нас есть кондиционер, что является здесь буквально спасением, потому что в Акапулько очень жарко. Здесь у нас есть табуретка, где мы положили свой рюкзак, чемодан. Из этой комнаты у нас открывается вид из окна, где стоит Кирилл и ждет, когда я сниму обзор на нашу комнату. Что приятно, то что у нас очень чистая душевая комната. Еще одно зеркало, много зеркал не бывает. Совсем маленькая раковина, унитаз. Видно, что перед нашим приездом все хорошо почистили. Сантехника, есть горячая и холодная вода. Мы проведем в Акапулько следующие пару дней и покажем вам, чем же знаменит некогда самый популярный курорт Мексики. Ну а начинаем мы свою прогулку по Акапулько вовсе не с пляжей, а с главной площади, которая называется Плаза Альварес.
на которой располагается очень красивый католический храм. На самом деле очень необычный и красивый католический храм, носящий название «Скорбящей Бога Матери», который в себя включает и готические нотки, и византийские, а также местные традиции. Он был построен в 1930 году на месте уже существующего другого храма. И он настолько необычный, что здесь можно увидеть, к примеру, силуэт Иисуса в солнечном диске. Сейчас мы пересекли главную дорогу и оказались на набережной. Как мы знаем, Акапулько не только в бывшем самый популярный морской курорт, но также популярный морской порт. Сейчас мы проходим стены форта Сан-Диего, по-другому он называется еще форт Акапулько. Он был построен еще в начале 17 века, потом пострадал при землетрясении и заново был отстроен в 18 веке. Сегодня понедельник, поэтому, к сожалению, форт сам закрыт, поэтому мы не будем пытаться попасть внутрь. Сейчас внутри, кстати, располагается музей, который также можно посетить, но, как я уже сказал, не в понедельник. Поэтому сейчас мы дальше гуляем по набережной, планируем посмотреть красивые пляжи. Также на набережной располагается небольшой парк, который называется парк Королевы. Здесь мы видим фигуры различных птиц, будь то колибри или попугаи, но также есть и разрушенные фигуры, которые пострадали во время урагана. Совсем рядом с парком на набережной есть касса, где можно приобрести билеты на лодку к острову Ракета. Стоимость человека 250 песо. Остров Ракета здесь пользуется популярностью. Лодка идет не просто до острова, но еще и включает в себя некоторые активности. Например, просмотр подводной скульптуры, просмотр интересной скалы, с которой прыгают местные спортсмены, пляж и другие достопримечательности. Дальше мы решили не пешком гулять по набережной, а поехать на припаркованном автомобиле, потому что расстояния здесь достаточно большие. Вот сейчас едем по центральной улице и планируем добраться до самого популярного пляжа в Акапулько. Также сейчас можно наблюдать, какой урон принес ураган, пронесшийся здесь 4 месяца назад. Видно, что многие здания еще не отстроены, несмотря на то, что была огромная поддержка. Проходят до сих пор ремонтные работы, но все равно, конечно, и пальмы все погнутые, и здания. Порядка 80% отелей были разрушены этим ураганом, поэтому город до сих пор приходит в себя. Сейчас мы припарковались возле дороги, проходим мимо охраны, которая нам рассказала, что вход на пляж Кондесса располагается именно здесь. Мы видим, какой урон был нанесен ураганом, но когда вышли уже на пляж, то видим, конечно же, эту красоту Акапулько. Недаром этот пляж один из самых красивых здесь. Так интересно, я уже от Акапулько ничего не ожидала хорошего, но когда мы зашли на пляж, я очень удивилась. Вода чистейшая, песочек приятный, очень теплый, приятная температура воды, мне не терпится искупаться. Ну а вдоль береговой линии мы видим разрушенные отели. Ураган как раз пришелся именно на эту часть. Знаете, у меня такое ощущение, вот когда мы были в каких-то заброшенных отелях, заброшенных домах, вот такое же ощущение, только это какой-то заброшенный пляж. Правда, слева и справа есть люди, и мы, наверное, думаю, пойдем туда, потому что есть опасения, что в воде могут быть какие-то остатки от зданий разрушенных. Hola, ¿cómo estás? Rusia. Rusia, muy bien. Que vaya bien. Вот такие доброжелательные местные ребята здесь нас встречают. Туристов сейчас совсем, надо сказать, немного. В основном в Акапулько отдыхают местные. Ну и то, если это можно назвать, как бы сейчас отдыхают, потому что сами знаете, какое событие здесь произошло, и город еще до конца не восстановился.
Ой, осторожно идет, чтобы в него волна не попала. На пляже можно расположиться как на лежачках, также на стульчиках со столиками. Все это за отдельную плату. Но у нас с собой есть парео, поэтому мы его здесь постелили аккуратненько. Немножко отдохнем здесь. Также мы видим некоторые отели, которые уже открылись. Видимо, не полностью, но частично они открыты. Некоторые номера мы даже видим, что уже заполнены туристами. Наконец-таки идем купаться. Ой, но все равно, ребята, хорошо. Вот я даже завидую людям, которые живут в Мехико. 4 часа, и они уже в Акапулько и могут купаться в прекрасном океане. Вы знаете, раньше пляж Кондеса был самым популярным в Акапулько, потому что здесь находились самые элитные отели. И все отдыхающие, конечно же, приходили на этот пляж и наслаждались купанием. Сегодня я общалась с владельцем нашего отеля, и он мне рассказал очень интересную информацию. Раньше Акапулько был самым популярным курортом, но в какой-то момент он стал настолько переполнен, что места здесь не хватало. Отели бронировали за месяц вперед. А еще представьте, тогда еще не было так развит интернет, и люди приезжали сюда из Мехико и понимали, что здесь остановиться вообще негде. Таким образом, власти хотели разгрузить этот курорт, подумали, где же можно расположиться, и в итоге они стали продумывать курорт в Канкуне. В итоге выбрали Канкун, Плая-дель-Кармен, Тулум, и там стали развивать именно туризм. Изначально вообще никто не думал, что Акапулько станет туристической зоной. Поэтому здесь немного такой, знаете, как бы беспорядок. То есть могут отели находиться в различных зонах. Нет какого-то, знаете, прям очень развитого туризма и сервиса. Это везде прямо, знаете, так сказано. Где-то вот в разных локациях, точках что-то есть, но это минимально. В Канкуне же все продумано. Там все распланировано, потому что изначально предполагали, что там будет массовый туризм. В этом разница Акапулько и Канкуна. В последние годы Акапулько был именно туристической зоной, но для жителей Мехико, которым удобно сюда доезжать. Также сюда еще часто приезжают американские студенты, у которых не так много денег, чтобы отдохнуть в Канкуне, но достаточно, чтобы отдохнуть в Акапулько, потому что цены здесь в ресторанах, в отелях в целом дешевле. Но в последнее время, именно из-за урагана, жилье здесь дороже стало, потому что очень многие отели, они разрушены. Вот, например, если посмотреть на знаменитый отель Эмпорио, сеть, посмотрите, весь фасад, он такой обрушенный. Даже непонятно, возможно, сейчас там и не сдают комнаты, хотя я их видела на букинге. Возможно, какие-то комнаты сейчас сдаются, но больше похоже на то, что сейчас здесь проходит ремонт. И непонятно, вот платные это лежаки сейчас или бесплатные, честно, не знаем. До урагана, конечно же, это была больше отельная зона, так она и называется, зона ательера, потому что она также существует в Акапулько, в Канкуне она тоже есть, и в Тулуме есть. Вот, но здесь, конечно, не так шикарно, скажем, да, как на тех знаменитых курортах, тем более сейчас, когда по городу прошелся ураган. Вот представьте, сейчас можно здесь вообще расположиться в любом месте, потому что пляжи, они достаточно пустые. Когда же здесь не было урагана, все пляжи, просто все были полные людьми. Все номера в отелях были заняты, даже несмотря на тяжелое время. На пляже есть развлечения. Например, вот можно покататься на банане за 150 песо. Несмотря на все, мне нравится пляж, потому что виды здесь такие, знаете, а-ля Рио-де-Жанейро. Видны горы, виден город, большие скалы, небольшие волны. Сейчас мы приехали на другой пляж, в нескольких километрах от предыдущего. Называется он Калетилья. Рядышком есть еще пляж Калета, они два соседних пляжика. Первые впечатления, конечно, не самые прекрасные, потому что здесь запах и какой-то рыбы тухлой, и туалета, и людей здесь гораздо больше, чем на том пляже, в котором мы были. Первое впечатление оказалось, нас не подвело. Людей здесь просто огромное какое-то количество, очень шумно, играет и музыка, и... Не вся вот эта вот локальная атмосфера, может быть, здесь было бы не так и плохо. Виды красивые, вода чистая, но везде шум, гам, кто-то что-то пьет, кто-то что-то ест. Вот этот запах рыбы ужасный. Хотя сегодня понедельник, да? Да, сегодня понедельник, даже не выходной. И только одному богу известно, что здесь творится в выходные дни.
И на этом пляже мы совсем не видим лежаков. Опять крайне популярны здесь столики, стульчики. Поэтому местные ребята здесь не любят лежать. Они любят сидеть, употреблять напитки, что-то кушать и купаться у берега. Идем по мостику, который соединяет два пляжа. Вот только что мы были с вами на Калетия, а вот здесь Калеты. Но его пока не видно, он находится за забором. Здесь идут какие-то ремонтные работы. И мы вообще думаем, сможем ли мы попасть на соседний пляж. Сейчас проверим. Перешли через мостик. Спускаемся, и вот соседний пляж, он на самом деле как брат-близнец с предыдущим, может быть, чуть-чуть меньше людей. Мы нашли идеальное место, на этих пляжах вообще никого нету, чистая вода. Единственное, что купаться не очень удобно, конечно, потому что выходить будет не очень удобно. Да, в общем, мы решили на ступеньках здесь присесть, вот с таким вот видом на соседний пляж. Ты видел? Да. А Кирилл сразу приметил эту рыбку, она постоянно к нам подплывает. Такое чувство, что она хочет почистить мои пяточки. Совсем недолго мы любовались этими пляжами, немного полетали на дроне, а теперь поедем смотреть на, пожалуй, главную туристическую забаву, на прыжки в ущелье. По дороге к ныряльщикам мы остановились у красивой обзорной площадки. Здесь есть оборудованные места для автомобиля, небольшая парковочка. Также продают различные напитки, снеки. Ну и в целом место прекрасное, чтобы встретить закат солнца. Здесь есть небольшой еще амфитеатр. Говорят, здесь проходят какие-то местные концерты иногда. Но в любом случае место очень красивое. Также на этой обзорной площадке есть небольшие флагштоки, на которых изображены звезды, которые отдыхали в Акапулько. Много различных мексиканских актеров, ну и, конечно же, всем известная Мерлин Монро. Проезжаем сейчас табличку, на которой написано «Ля Керада», то есть по-испански это «ущелье». Вот именно к ущелью мы с вами и направляемся. Еще в Акапулько есть такая особенность, что можно увидеть очень много людей в военной форме. Вот, например, как сейчас вот рядом со мной. На самом деле они все добряки, конечно, но здесь они не просто так. Нам рассказывали местные жители, что здесь они какой-то идет... находится 16 наркокартелей, да. Здесь идет какие-то местные разборки постоянно. Поэтому здесь много и полиции, и военных. А вообще Акапулько считается одним из самых опасных городов в Мексике. С обзорной площадки добирались буквально еще пару минут, и мы видим, что шоу здесь проходит 4 раза в день. А также, чтобы спуститься вниз поближе, нужно заплатить 100 песо взрослый билет, 50 песо детский. Как я уже говорил, можно спуститься вниз на нижнюю обзорную площадку, заплатив 100 песо, можно остаться наверху. Смотреть бесплатно, но это будет чуть дальше, и, конечно, здесь не так хорошо все видно. Мы все же решили заплатить 100 песо с человека и насладиться этим шоу с обзорной площадки, которая очень близко расположена к ныряльщикам. Клаводисты или ныряльщики по-простому прыгают с 35-метрового трамплина, который находится на соседнем ущелье, вот здесь. Перед прыжком они молятся, после чего уже совершают этот прыжок. Каждый день проходит данное шоу уже с 1934 года прошлого века, представляете?
обожаю высоту и обожаю тоже прыжки. Но от увиденного меня просто захватывает дух, потому что рядом скалы. Я не представляю, сколько времени нужно, чтобы обучиться так профессионально прыгать. Да, насколько мы знаем, всю жизнь этому учатся. Мы изначально хотели провести в Акапулько 2 дня, но в итоге поменяли наши планы и ограничились лишь сегодняшним днем, друзья. Побывали на Тихоокеанском побережье. Акапулько, конечно же, нужно время, чтобы обустроиться, чтобы вновь войти в лидеры. Да, и, конечно же, у них еще такой конкурент сильный, как Канкун, который более продуманный, где более комфортные пляжи. Но, возможно, со временем все изменится. Если вам понравилось наше сегодняшнее приключение, друзья, обязательно поставьте правильно лайк. Пишите комментарии и всем до новых встреч. Всем пока! Всем пока, скоро увидимся.